Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня очередной хобби-влог, так что кому интересно, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра. Я сегодня решила пораскрашивать раскраску о Монечке и Монечке Нади Арман и выбрала себе вот эту вот иллюстрацию. Эту я, конечно же, раскрашу на Новый год. Не знаю, но у меня вообще ассоциация с Питером больше. Не знаю почему. Я как-то смотрю вот на эту иллюстрацию, у меня как-то, знаете, ощущение больше Питера. И, наверное, вот это будет у меня осенняя иллюстрация. Мне, честно, хочется ее прям сейчас раскрасить, но я оставлю ее на потом. А сегодня раскрашу вот эту. Ну и вы уже поняли, что, конечно же, начну я с мэджиков. Куда без этого? Как-то я это дело люблю. Ну а что? И просто, и волшебство в действии. Опущу камеру немного. Все равно будет, наверное, отсвечивать, все такое. Над некоторыми иллюстрациями, вообще они мне все нравятся, но над некоторыми придется посидеть, подумать, что где изображено, пораспутывать. Ну вот распутывать я не совсем люблю, поэтому оставлю на потом. Хотя, может быть, и нужно было как раз в этот раз выбрать что-то такое из разряда подумать, пораспутывать. Как вот эти оставить на определенные события, так и, в общем-то, такое вот раскрашивать тоже через раз. Именно чтобы и другие иллюстрации двигались, чтобы не получилось так, что все, что более понятное и сюжетное, тематическое, правильно даже сказать, было раскрашено, и что-то такое вот не совсем понятное для меня осталось, и тогда точно не захочется раскрашивать. Ну, не знаю, в общем, сейчас я все же хочу раскрашивать здесь. А дальше будет видно. Ну, по традиции скажу, что где-то по краям я всегда прохожусь потом двусторонним мэджиком от Берлинга. Доделываю всякие вот эти косяки, пропуски. Ну и вот эти все мэджики расходуются по итогу более экономично. Здесь вот я пока так думаю, каким именно цветом. И вообще акварелью или карандашами раскрашивать. Пока непонятно. Ну вот здесь вот более такой законченный вид будет, когда я прям все прорисую, доделаю. Так. Вот эти все всякие жучки-паучки меня, скажем так, не пугают. Я просто знаю, многие не любят красить. Но я люблю пауков, люблю жучков. Ну, пауков я, конечно, особенно люблю. Жучкам я бы, скорее всего, сказала, что я просто равнодушна, спокойна, как бы, да. То есть я не испытываю к ним никакого отвращения. Ну, разве что только если там тараканы. Так-то, в принципе.
Но, например, пауков я очень люблю. Хорошо дело продвигается. Ну и этот влог я тоже, скорее всего, буду снимать одним кадром. Вот как есть, так и есть. А может быть, я даже где-то по краям буду обычный карандаш коричневый использовать, чисто для затемнения, для чего-нибудь такого. Что-то выделить. Красота же. Задействую, скорее всего, здесь опять же Берлинга металлик. Да, наверное, какие-то дервенты возьму. Надо что-нибудь придумать. Прям взять какую-то раскраску и достать, не забыть брутфунеры. А то как-то редко я ими пользуюсь. Их тоже нужно потихоньку использовать, продвигать. Ну что ж, вот это я сделала. Сейчас тогда достаю металлики. Здесь тоже может быть дерево, кстати, вполне вероятно. Но я хочу раскрасить именно как под металл. Я взяла металлик Gold. Ну, потому что здесь будет много коричневого, и поэтому и охра, вот все такое. Поэтому мне кажется, что металликом здесь будет неплохо разнообразить. Чтобы было повеселей. Может быть, сейчас подберу из наборов пару какой-нибудь еще цвет. Хотя, по-моему, вот этот самый темный. Я могу ошибаться. Нет, все-таки он... Сейчас еще один попробую. Мне кажется, он посветлее, но... Так, ну ладно. Вот уже здесь еще надо посмотреть, не пропустила ли я что-то. Такое тоже случается. Так, сейчас я возьму металлик Golden Brown.
Ну вот он просто не светлее, не темнее, он просто другой. И ну вот здесь вот он поверх, честно говоря, да, виден, но не скажу, чтоб очень сильно. И здесь два уходящих в красноту. Хотя, в принципе, как раз может быть именно... Да, это когда если просто сочетать, то в красноту уходит. А так оно будет даже неплохо. Немножечко добавить. Просто местами. И сверху я еще раз пройдусь основным цветом. Вот. Потому что вот тут я переборщила. И вот здесь, мне кажется, я немного переборщила. Тут уже я добавлю какого-нибудь более темного коричневого. В идеале здесь бы, конечно, использовать акварель. Можно, конечно, рискнуть, ну а если что-то пойдет не так? Просто я бы... Вот идеальный цвет у меня... Идеальный цвет в кюветках, хотя, в принципе, в детской акварели тоже есть. Надо сейчас попробовать. Знаете, сделаю-ка я это потом. И сейчас я займусь тем, что наиболее вот логично. Вот этот набор. Сейчас я достану. Опять же, вот здесь используется стандартно у меня два цвета. Хотя, мне кажется, и тут моськи можно сделать потемнее, поэтому можно использовать... Так, что у меня здесь? Реклама. Ну, я просто думаю, мало ли кому понадоблюсь. Ну, вот они, у них моськи-то такие какие-то зеленоватые даже. Но я не хочу их такими делать. Хочу просто обычный цвет. Не знаю, хочется так. Я в любом случае раскрашиваю даже вот там и Средиземье, и Игра престолов, все такое. Я в основном раскрашиваю так, как я сама вижу, так как я представляю, чтобы мне было приятно раскрашивать, и чтобы мне было приятно потом перелистывать эти раскраски. Это самое важное. Вот. Милашки такие, прям классная парочка. Так, и ушки. Вот. Милота. Немножко добавлю здесь потемней. Здесь вот чуть-чуть. Здесь вообще, наверное, не ухо, а волосы. Ну да ладно. Я могу себе представить, что вот это, наверное, вообще будет очень атмосферно раскрашивать. Мне так кажется. Ну вот я точно прям оставлю на потом. Только тоже, знаете, как бывает, что
приходится снимать заранее, что тоже не факт. Немножечко здесь. А я так, наугад. И сейчас я еще возьму блендер. Или возьму, может быть, даже ластик. Я просто тут что-то переборщила вот здесь. Не вижу я здесь блендер. Еще надо повнимательнее поискать. Я что-то все абсолютно терять стала. Потом находится. От меня так уже несколько раз бегала моя кисточка. Кстати, Ульяна мне еще вот такой ластик дарила, Дервент. Я им так еще ни разу не воспользовалась. Надо попробовать. А давайте-ка мы его откроем. Просто тоже для интереса. Надо будет пустые баночки, кстати, снять. Все уже готово для этого. Все лежит. Приятный ластик на ощупь. Вот. Ну, вот. Мне как раз то, что нужно. Я так просто чуть-чуть лишнее снять. Так. И вот здесь я как-то погорячилась. Вот. Так, теперь возьму Кохенуровский Magic. Один и второй. Сейчас я буду им одежку раскрашивать. Вот этот более темный. И опять же, несмотря на обложку, я буду делать, как будто это, ну, в общем, под джинсу. Мне нравится так. Почему-то я вижу именно вот так вот. Так. И более светлым как раз-таки низ сделаю и заплатку такую. Будем считать, что это полноценный комбинезон, а не отдельные подтяжки. Тем более, что, скорее всего, так оно и есть, что это комбинезон. Так, и вот здесь вот тоже где-то концовочка. Ну, а дальше надо действительно просто пройтись блендером. Рубашка. Рубашку, наверное, надо сделать просто каким-нибудь. А я сейчас возьму Vista Artista карандаши. И я хочу попробовать здесь размыть.
Так, а это что такое? Не получилось у меня одним файлом снять, а случайно задела. Ну и не страшно, значит, вам же будет лучше. Раз уж склеивать, значит, видосик будет чуть подлиннее. Что тоже, я думаю, неплохо. А мне будет работенки побольше только. И, собственно, что я хотела, это попробовать размыть. Моя совушка. Кто еще не видел. Кисточка взяла я для акрила, но она вполне под эти цели подходит. Тоненькая. Ну, карандаши эти, в принципе, размываются хорошо везде. Именно вот под такие цели наиболее подходят. Но здесь, правда, очень белая бумага. Прям белая-белая. Сейчас надо сразу побольше воды. Ну, хочу попробовать. Так, давайте посмотрим сразу, что будет с обратной. Ну, я не могу сказать, что там бумага как-то воду сразу впитывает. Нет. Так, оп, вот здесь. Так, давайте смотреть. Это должно быть где-то здесь. Ну, в принципе, нет ничего. Даже не повело бумагу, в принципе. Ну, в целом это прикольно. Так, чтобы мне не рыскать тоненький блендер, можно сразу тогда взять хотя бы толстый. Что-то пошло не так, и я не могу его нормально заточить. Сейчас, минуточку. Ладно, как есть. Тогда его нужно будет этим тесаком немножечко очистить стержень, чтобы грязюки не было. Сейчас пройдусь. Тем более, так сказать, родным блендером. К слову сказать, я за день уже несколько влогов подряд снимаю. То есть, если у меня что-то потерялось, оно, в принципе, потерялось вот-вот, в этот день. При этом, что я сняла влог, все сразу убрала по местам, протерла пыль, начала снимать следующее видео. Вот такая загадка. Ну, смотрите. Как-то так получается. Интересно. Я уже даже забыла. Я делала шапочку коричневую. А здесь у него голубая, господи, желтая рубашка. Ну, с другой стороны, рубашки-то чаще меняют. Я просто никак не могу понять, что вот это-то? Абсолютно не могу понять. Это явно не от шапки, потому что вот элемент. Ручка, вот она. Если на нем что-то накинуто, то... А где с этой стороны? Странно. Да. Ладно. Сейчас беру что-нибудь коричневое. Возьму-ка я коричневое из этого набора, дабы порасходовать немножко.
Ну, то, что и у меня рука к дервенту потянулась, то, что ближе лежит. А у меня планы вот на эту часть, если я не лишусь на акварель. А везде свои оттенки, поэтому будет логично, чтобы, используя везде коричневый, чтобы разные оттенки были. Вот эти карандаши, они, знаете, такое ощущение, как будто какое-то неестественное ощущение от них. Абсолютно. Не очень ими приятно раскрашивать. Прям совсем. Ну, по крайней мере, вот на эту бумагу они нехорошо ложатся. Поэтому тут точно без блендера никак. Так. Сейчас пройдусь. Вроде неплохо. Ладно. Волосы тут рыжие. Тоже хорошо. Ну, это я уже тогда буду делать за кадром. А это видео я буду завершать. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. Я благодарю всех за просмотр. Ну, особенно тех, кто через VPN смотрит. За это вообще отдельная благодарность. Вот, желаю вам здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи. Всем пока-пока.